Сегодняшний эфир, он, ну, можно сказать, еще такой праздничный. Почему? Потому что нам в декабре, у нас в декабре день рождения, нам исполняется, школе современного батика исполнилось в этом году 10 лет. Дело в том, что мы всегда, декабрьский эфир, он и с этим, да, связан, то, что он такой праздничный, и еще связан с тем, то, что мы всегда в праздничном эфире декабрьском что-то делаем, ну, как бы связанное с какими-то волшебными авторскими изделиями на шелке с символом следующего года. Следующий год у нас год лошади, и этот, естественно, эфир будет не исключением. Все также расскажу и покажу. Здорово. Ну, тут на самом деле, так как мы, помните, я уже несколько раз так и рассказываю, и показываю, что, в принципе, хочется жить согласно законам природы. Ну, понятно, что мы от природы далеко и глубоко, и высоко. И вообще, как бы, кто живет в городе, тот, в принципе, не совсем, оторван от природы. Но я думаю, что все равно, если мы будем, ну, немножечко смотреть, учиться, восхищаться природой, это будет всегда полезно. Ну, даже так, это всегда полезно. Поэтому, мне кажется, здесь тоже очень хорошо. И сейчас наступают, ну, можно сказать, самые-самые такие дни волшебства. Сейчас тоже об этом расскажу. И это волшебство только о рассказе о зимнем солнцестоянии не закончится. Почему? Потому что я как раз, когда между вебинарами я хожу на какие-то выставки, на какие-то события, и о них тоже вам рассказываю. И здесь тоже будет волшебство и мистика. Это совершенно какое-то стечение обстоятельств, что я именно попала на эту выставку, хотя шли мы на другую, но тоже расскажу. Потом будет у нас, естественно, мастер-класс, где я порисую. Конечно, я вам покажу, какие, в принципе, мы сделали такие красивые изделия, аксессуары, связанные со следующим годом. Ну и, наверное, расскажу о следующем таких. У нас есть несколько хитов в нашей школе, прям вот хитов, которые у нас шли прям практически с основания. Да даже еще раньше. Вот. И я думаю, что сейчас у нас будет только добавляться к нашим хитам, таким мастер-классам, где сразу всегда заканчиваются места, тоже такие дополнительные, красивейшие мастер-классы, занятия, которые тоже, я уверена, будут пользоваться у вас популярностью. Ну и, конечно, мы немножко помечтаем и запланируем следующий год. Ну, а теперь обо всем по порядку, естественно, с картинками. Конечно, всем здравствуйте. Я очень-очень рада всех видеть и слышать. Обязательно пишите мне там в чате, если что-то там, какая-то реакция, какая-то поддержка, какая-то история о том, что да, это вам тоже откликается, это здорово. Как я и всегда говорю о том, то, что может быть что-то вам сейчас, ну вы сейчас про это не думаете. Я, например, в какую-то выставку зашла, что-то мне понравилось, например, или не понравилось. Но это тоже не так важно. Тут история, опять же, такого слова, как насмотренность, скажу, но она тоже очень-очень важна. В принципе, нам это и делает, развивает наше воображение. Ну, несколько слов о себе. Я Надежда Улумбекова, художник по ткани. Очень-очень давно рисую уже по ткани, по батик, это вообще моя любовь. Пришла в батик именно из-за своей любови к акварели. И в батике нашла как раз то, что мне нравилось в акварели, но только еще и очень классную, утилитарную такую, востребованность. 10 лет назад открыла школу современного батика, batikschool.com. Не забываем. Это название нашей школы, нашего сайта. Все там можно смотреть. Там можно смотреть и расписание, там же можно смотреть и материалы. Сегодня отвечала в Телеграм как раз Оксане по поводу того, где, например, найти то или другое. Все можно найти вот у нас в Batik School. И учу, вдохновляю. И у меня есть такая, вот я ее даже сейчас выписала себе,
Понятно, что такими словами, ну, такая, ну, что ли, миссия по жизни, которая мне очень-очень нравится. Ну, например, смотрите, когда я тоже готовлюсь к вебинару, я всегда выписываю такую историю, что говорить со светом. То есть мне наши вебинары не только, да, вот я прочитала несколько пунктов, о чем хочу рассказать на вебинаре, но самое главное в наших вебинарах и то, что я очень-очень хочу, чтобы оставалось, это вот послевкусие. То есть я бы хотела вам рассказать о батике, рассказать о жизни в батике, да, вот с этим видом творчества. Ну, как бы в хорошем смысле вдохновить и заразить этой любовью, которой я болею уже очень-очень много лет. Ну, лучше этим болеть, согласитесь. И вот этим, ну, как бы поделиться теплом, который согревает вот этим, да, творчеством, которое до сих пор у меня, от которого горят глаза и руки чешутся, чтобы что-то сделать, вот зарядить этой энергией и вас. И есть такая очень красивая притча, понятно, что своими словами, но мне кажется, она в принципе о людях на земле. И сейчас тоже и об этом времени суток, времени года, который у нас стоит. Вот сейчас, да, наступают дни зимнего солнцестояния. Это тогда, когда Солнце проходит практически весь свой путь и замирает на самой-самой высокой точке. И Солнце так и говорит, да, когда каждый день оно тоже уходит спать на самом деле. Ну и вот тогда, когда самый короткий день и самая длинная ночь, Солнце спрашивает, кто будет светить, если я пойду спать, отдохну? И сказала маленькая лампадка, я сделаю все, что в моих силах. И вот мне кажется, это очень красивая история, когда идет, да, от сердца к сердцу, когда мы все такие маленькие-маленькие огоньки и светим своим, ну, как бы, да, теплом и согреваем друг друга тоже. И давайте с этих прекрасных слов и начнем. Да. Сейчас наступает такое вот именно время волшебное, которое, собственно, ну, уверена, что и в ваших городах все украшено, и елки стоят, и везде очень-очень все красиво. Я вот, собственно, буквально недавно прошлась на этой неделе по центру Москвы, украшен, с какой-то тематической историей. Большой театр украшен с темой Щелкунчика и вот этого балета. Между прочим, цветы на фонтане, они двигающиеся. Библиотека имени Ленина, там книжки стоят, елки украшены книгами. То есть вот везде такое красивое украшение. Поэтому просто даже ходить, смотреть и вдохновляться этим уже прекрасно. И секунду. И, конечно, вот то, что сейчас у нас происходит, то, что дни становятся короче, ночи длиннее, мы все немножечко потихоньку, ну как бы немножечко окукливаемся, да, то есть замираем и немножко уходим в себя, в свои мысли, в свои мечты, в дела, которые надо доделать. То есть мы все немножечко уходим в домики, как бы немножко прячемся. И солнышко, и природа, они тоже отдыхают. То есть вот это вот чуть-чуть вот такое замедление. Знаете, что об этом времени, таком волшебном, зима, и о времени до Нового года и после Нового года, вот такие волшебные дни, 6 дней до Нового года и 6 дней после Нового года. И все это начинается вот с этого времени, с зимнего солнцестояния. Это тогда, когда это будет у нас 21 числа, воскресенье, где-то в районе 6 часов, 18:03, если быть точнее, Солнце будет на самом своем максимуме, самом далеко-далеко от Земли. И оно замрет на дней 5, а потом опять снова начнет свой круг. Представляете, как это интересно? И вот эта вот точка, чем она интересна? Считается, что эта точка нулевая, то есть такой нулевой отсчет. И здесь
Ну, на каждом вебинаре я рассказываю о важности ведения дневника. То есть дневников, листов, писем, вот без разницы, что вам, где удобнее записывать. Почему? Потому что это как раз история о том, чтобы посмотреть на себя же со стороны. И вот, например, тоже о чем сейчас рекомендуется подумать. Вот давайте вот в это дело немножечко погрузимся. Опять же в тему ведения дневников. Вот я с разных сторон говорила о дневнике. О выгорании я говорила. Да? Это, собственно, история благодарности и, опять же, ведение своих «а что я сделал?». И вот, кстати, один из пунктов, как проводить этот год, что получилось в этом году. Вот ответить на эту историю. Что получилось? Чему я научился? Что не получилось? Дальше. Открытие в 2025 году. Кому я благодарен? Дневник благодарности – это вообще отдельная история, отдельная тема. Она как раз, собственно, учит, ну, как бы иногда и снимать корону, и вообще, в принципе, учит, что ты не один. А ведь это же здорово на самом деле, то, что все тебя окружает. И это, кстати, опять же, одна из историй вот с темой выгорания. Но об этом уже было на вебинарах предыдущих, я уже про это рассказывала. Но кому я благодарен тоже за год, вот такие как бы лучики, ну вот эти же лампадки, собственно, с чего я начала вебинар, вот это вспомнить. И опять же, да, вот передать вот тепло сердцу. И еще вот тут в нулевой точке очень хорошо помечтать. А о чем я мечтаю? Что я хочу в следующем году? И вот тут главная история – это как раз что хотеть, о чем мечтать. Вот это я как бы знала, ну это у меня просто пункты есть, да, вот подведение итогов в дневнике за год. Ну, очень удобно отвечать просто по пунктам, потому что когда ты сидишь, дневник открываешь и думаешь, боже мой, о чем писать? Ну что, сочинение, что ли, да? Собственно, сочинение я в школе писала. Ну и, в принципе, вам периодически пишу посты. Надеюсь, вы подписаны в Телеграме, ну и получаете тоже письма. И, соответственно, ну тоже, да, думаю, ну а что, об этом же какое-то сочинение писать. А вот когда идут пункты, да, что получилось, что не получилось? Открытие, чему научилась, кому я благодарен. Очень удобно уже по пунктам написать. И вот сейчас, чтобы замечтать про следующий год, вот об этой фразе. О чем я мечтаю, что я хочу. И тут именно вот это о чем. Дело в том, что недавно, вот буквально несколько дней назад я закончила читать книжку «Подстрочник» Лилианы Лунгиной. Это переводчица, которая... Вы, кстати, читали эту книжку «Подстрочник» Лилиана Лунгина? Напишите, пожалуйста, кто читал. Вот с кем я делюсь, потому что пока я читаю, естественно, у меня мастер-классы, когда проходят, я, естественно, про это рассказываю. И вы знаете, очень многие, кто читал эту книжку, и мы прям делились своими такими открытиями, воспоминаниями. Это переводчица. Она прожила жизнь вместе со страной, естественно, то есть как бы и, собственно, с этой точки зрения она и писала, и рассказывала. То есть это тоже был как такая история, что происходило, то есть безотрывности. Это та, которая перевела Карлсона, которого «Пеппи длинный чулок», Эмили Злёнеберги. Ну, кто не угорал над этой книжкой? Я прям представляю, как она это переводила и как она это смеялась, потому что сколько я смеялась на эту книжку, это вообще было очень здорово. Прям вслух. И, да, и там, знаете, в конце, когда она уже подводила итоги, ну, в принципе, она их писала, эту книжку, она, собственно, сделана именно как интервью, как воспоминания. Ну, не мемуары, а вот именно все, что связано еще и с историей. И она сказала суперфразу. Она сказала, что я теперь понимаю, что такое старость. Что это тогда, когда ты ничего не хочешь, когда нечего хотеть. И вот она такую штуку сказала, да,
все понятно, что главное, да, хотеть, но тут главное другое. Главное, что хотеть. Вот это слово, то есть о чем я мечтаю, то есть здесь главное о чем. И что хотеть, это тоже главное что. И вот последние несколько дней, ну, видимо, опять я просто понимаю о том, что я буду вести эти странички в дневнике, я и как раз и хожу и думаю именно о этой фразе. Что? Вот именно главное, что хотеть. Поэтому вот здесь мое такое открытие, и очень рекомендую почитать, послушать. Она есть, книжка в аудиоверсии. Послушать эту книжку. Лилиана Лунгина «Подстрочник». Угу. Это открытие этой зимы. Хотя странно, конечно, что я ее до этого не прочитала, не услышала. Так, что еще? Это вот, собственно, про этот день, который уже скоро будет. И потом наступят просто совершенно, я понимаю, что совершенно сумасшедшие дни наступят, но я уверена, что по 15, по 20 минут в день у вас все равно будет это время. Найдите их для себя. И давайте вот о чем и главное что. Да? Мы здесь поставим какие-то очень волшебные цели, интересные. И вот, между прочим, у меня будет вот скоро новогодняя встреча в студии. И тоже один из сюрпризов, арт-сюрпризов, которые мы будем делать с девочками, это как раз будет немножечко про вот эти вот такие сонастройка на какое-то волшебство в следующем году. Ну, посмотрим, что у нас получится. А что сбудется, посмотрим. Ну, тут вообще на самом деле начинается такая череда. Это как раз вот, собственно, с Большого театра, ну, это центр Москвы, мы отправились с подругой по выставкам. Если мы с ней встречаемся, то у нас, соответственно, сразу запланировано несколько выставок. И когда я зашла в центр МАМ, это Центр современного искусства на Остоженке, я, конечно, очень сильно удивилась вот этой выставке. Это жизнь села Ижевское в объективе Филатова. Опять же, когда у нас была история, вебинар про хохлому, я рассказывала, меня просто очень впечатлило, когда я рассказывала про тему ремесел. Я была тоже на лекции хохлома, это уже в декоративно-прикладном музее. И там была прекрасная вообще как бы история про ремесла. И вот я узнаю, что есть такой уникальный вообще в России село Ижевское, которое благодаря ремеслу они занимались бондарным делом. Это они делали бочки. И они себя смогли выкупить за 29 лет до отмены крепостного права. Они выкупили себя в 1832 году, крепостное право отменились в 1861 году. Вообще как бы село это находится в Рязанской области. Первые упоминания были связаны в 1387 году, ну, то есть очень древние. И вот это село стало известно благодаря уникальному тему самоуправлению, ну и, собственно, выкупу крестьян из крепостного права. То есть, представляете, они своим трудом смогли заработать и выкупить все село, оно не маленькое было. А вообще в 1778 году это село приобретает Иван Демидов. И он там заводит, вот это как раз бондарный промысел. Он находится в очень хорошем месте, там несколько рек его окружает, и поэтому, естественно, хорошая была история транспортного сообщения. Там еще открываются кирпичный завод, ну и, соответственно, еще какие-то другие промыслы. С 1829 года, то есть это еще до того, как они себя выкупили, у них действует в селе уникальное такое самоуправление, основанное на крестьянском совете. То есть они, как бы коллегиально, такой корпоратив
кооператив. Как бы собираются общины, принимают решения и делают. То есть, честно, вот, ну, посмотрите, проводят очень хорошо свое, вот это, кстати, Иван Филатов, который открыл одну из первых мастерских, который, собственно, фотографировал. И почему там очень много сохранилось именно фоторабот этого села. Ну и, соответственно, они выкупили себя. Оно самое богатое, одно из самых богатых в России, ну и, соответственно, совсем уникальное. Такого случая в России больше нет. Что выкупить себя все село из крепостного права и, соответственно, прекрасно существовать, принимать законы. Они сделали асфальтированные улицы, поставили пожарную каланчу. То есть они прям практически сделали город у себя в селе. И прекрасно, интересно, по-разному, но я думаю, что точно с таким хорошим задором и трудовым, ну, сколько сделаешь, да, сколько пожнешь, столько и поешь, они работали. Ну, то есть здесь это вот опять мистика, да, то есть я буквально несколько месяцев назад на вебинаре рассказывала о этом селе, почему-то оно меня, ну, очень зацепило, потому что, ну, мне нравятся успешные, интересные такие открытия, когда кто-то ремеслом, да, своим делом может взять и, собственно, создать вот такую вот, ну как это сказать, такую историю, да, создать, выкупить, создать самоуправление, сделать реально успешное село, и развиваться самому и, собственно, развивать его вокруг. Слушайте, ну это просто очень прекрасно. И, в общем, представляете, я на эту выставку попадаю. А тут вообще в селе Ежевском на самом деле очень много домов сохранилось. Там есть такие, ну, достаточно хорошие активисты этого дела, и они там открыли музей. В общем, на самом деле, летом, в теплые времена года, я запланировала туда съездить. Кто со мной, обязательно присоединяйтесь. Буду очень-очень рада. И в соседнем здании, в Пушкинском музее, открылась выставка Шагала. Честно, мы туда хотели пойти, но там была такая очередь. Поэтому я думаю, что первый месяц туда, в принципе, можно не идти. Там действительно очень много народа. Ну вот чуть попозже, но она будет идти достаточно долго, еще всю зиму и всю весну практически. Поэтому запланирую не раньше, чем в февраль я пойти на Шагала. И то же самое, также расскажу в Телеграме. Если будут желающие, будет здорово, если тоже опять же вместе пойдем. А так мы дошли до исторического музея, и там началась выставка «Сны Алены». Это, собственно, Алена Ахмадуллина, ну, такой наш очень известный дизайнер. Опять я ее упоминала при вебинаре Хохломы, и это сейчас не конец будет, потому что я посетила ее бутик, потому что Хохлома все-таки, я уверена, станет одной из тоже хитом наших мастер-классов. И, соответственно, ну, мне стало опять более все интересно открывать авторов. И, собственно, в историческом музее открылась ее выставка, посвященная 25-летию ее трудовой деятельности «Сны Алены». Ну, если честно, я сначала шла с одной темой. Я думала о том, что этот дизайнер, который, в принципе, очень много дает дизайнерских, действительно, таких, ну, прям кутюрных вещей. Там в начале ее карьеры там были и расписные вещи, и ручная вышивка. Ну, прям практически от... Я думала, что там будет прям ода платью. То есть там прям рассматривать платье, ее ручную работу, но там была другая история. Там, в общем, это было театральное действие. Музыку я не могу передать через фотографии, но вот музыка, вообще все окружение, которое там было, оно очень как бы погружает в эту атмосферу, но еще и само здание в историческом музее. Поэтому, если вы будете, я рекомендую эту выставку. Опять не смотреть на платье, но смотреть на вот эту саму. А так как мы все равно там, да, ну и делали выставки, и будем делать выставки, вот эта тема
как я помню, папа сказал, что на этой выставке есть музыка, вот здесь тоже вот была эта тема, когда ты гуляешь, смотришь, и это тебя тоже очень сильно, ну, заставляет задуматься, окрыляет, начинаешь разглядывать, думать. А ведь здесь сначала это меня ужаснуло. Представляете, 12 девиц сидят, сплетенные косы, вместо лица забралы, черные руки, ну то есть и там еще такая музыка, в каждом зале разная музыка, и здесь такая музыка такая немножко тревожная. И прям, ну, не очень приятное ощущение складывалось. Когда, опять же, начинаешь узнавать, что это 12 месяцев в году, 12 – это цикл, 12 – это целостность. Да? То есть тоже какая-то, ну, своего рода какая-то инициация. Ну, то есть там, я думаю, что уверена, что там столько смыслов, которые, ну, при первом прохождении ты даже и не разгадаешь. Ну, много. И вот сейчас они еще тоже открываются. А это здорово, когда ты после выставки начинаешь ну, как бы додумывать. Да, вот какие-то такие открытия происходят, ну, как бы такие озарения. Это значит, что выставка сделана круто. Нравится, не нравится, вот здесь не та история. Ну, Алена Ахмадуллина всегда славилась историей как раз вязания, трикотажа такого с вышивкой, ну, это очень красиво. Да, здесь присутствовали, естественно, все исторические артефакты, то есть все из фондов исторического музея, и наличники, и кокошники шикарные. Они тоже все украшали пространство. Это прям просто богатырши. Как она круто подошла к манекенам. Это вообще... То есть они также были обвязанные, расшитые. Я не знаю, вместо ног у них были лапы. Да? Это птицы алконос, да, и сирен. Это добро и зло, свет и ночь. День, ну, то есть, да, вот вся тема дуальности, она также и во всех этих работах и как бы происходила. То есть, чувствуете, да, манекены все сделаны, просто уже они тоже были все в образе. Очень интересно. Угу. Тут вот эта тема, ну, я в принципе люблю складочки. Складочки Араси, Шибари. Ну, вы наверняка это видели и у меня в интерьерных таком арт-текстиле. И здесь, конечно, я тоже зависла, стала рассматривать это мелкое, то есть прям такие складки из шелка, из тафты, из денима, из какой-то, я не знаю, гипюровой ткани. Ну, в общем, очень-очень красивая тема. Таких тем, как будто русалок, да, выходящих. И вот посмотрите, как красиво. Проектором сделана тема на стене. Тоже такое все волшебное. В общем, театральное действие с погружением. Сны Алены. Ну, печка Емеля. Ну, тут, в принципе, тема из Ростов, которые раскиданы, да, в теме. И как это тоже можно использовать. Тоже все время вспоминаю наши, тоже был у нас такой проект, и как сделали, как Татьяна сделала, просто из розец переложила его, из розец из парадной Питера, просто фотографировала, увеличила и переложила на платок. Классно смотрится. Ну и как такая завершающая тема, я не знаю, вообще на самом деле выставка, понятно, делалась заранее. Но, скорее всего, Алена Ахмадуллина, она как-то, видимо, я не знаю, видимо, какими-то тонкими вибрациями чувствовала, что 5 декабря институт Пантон во Франции назовет самым главным цветом 2026 года это облачный танцор. Ну, на самом деле, там тоже же не просто так приходит их озарение, они не с потолка берут все возможные вот эти тенденции. Естественно, это как-то они тоже считывают, что это какие-то
ну, я не знаю, может, какие-то анкетирования проводят, смотрят, естественно, смотрят на показы мод, на вот этих кутюрье, да, что вообще происходит и какая будет, как-то вот, ну, держит, видимо, нос по ветру. И вот как она это угадала, ну, вот этот завершающий зал, это, в принципе, облачный танцор. Это вся история всевозможного белого, от совершенно кипельного белого до такого телесного, красивого, видите, такого оттенка. И это все именно с облаками. Из облаков падает жемчуга, такие, как дождик. Это, помните, есть такой мультик. Мне дождик из конфет, а мне сырный дождик. Ну вот тут по заказу дождик из жемчужин. Почему нет? Мне нравится. И такая тоже очень красивая история. Ну, как я и сказала, там были, конечно, супер артефакты из фондов исторического музея, от чего черпала она вдохновение, как она все это украсила. В общем, стоит прийти. И в соседнем, в историческом музее проходит еще выставка из фондов Царскосельского лицея, Петергофа. То есть там, конечно, очень много супер привезли всевозможных ваз, наградных орденов, блюд, все то, что дарилось, все то, что в запасниках, то, что и, собственно, обставлялся дворец. Но, естественно, мне просто понравилось это кресло, я не могла вам не показать. Это из китайской комнаты, расписное, восстановленное, да, шелковое кресло с нашей любимой росписью по шелку. Поэтому я вот стояла и думала, ну, красиво, красиво, но, думаю, вот спинку я бы оставила, но вот на сидушку я бы все-таки стала, то есть я бы оставила спинку с этой стороны и спинку с другой стороны. Кстати, я не знаю, почему она там не была оформлена, хотя стулья же стоят у стола, соответственно, спинка с той стороны, она же самая видная, тем более здесь вообще человек закроет. Поэтому не знаю почему, но сзади это просто была кусок, не знаю, картона, арголита, ну, то есть холста. Там ничего не было сделано. Ну, я, конечно, как всегда, с темой утилитарности и коэффициента полезного действия такая думала, так, у меня же тоже дома расписные стулья стоят, тоже я их расписала. И такая думаю, нет, вот спинка, вот все там. Но вот сиденье, вот прям стояла и думала, нет, сиденье надо поменять. Так что, как говорится, надо, да, вот меня забыли спросить, королевства маловато, надо туда идти, обустраивать. Это, естественно, после исторического музея, ну как не зайти в праздничный ГУМ? Я не знаю, тем более, честно, после выставки «Сны» Алены мне очень захотелось зайти в ее бутик. Потом, опять же, из-за темы хохломы, которые смотрела, и я, в принципе, на самом деле не очень была восторжена по поводу платков, которые там были на выставке. Вот мне очень понравилась тема там дверных ручек, всевозможных дизайнов, как переработался, ну, вы помните, у нас, если кто не смотрел, есть предыдущие эфиры, так и называется «Хохлома». И про хохлому. Там, собственно, была выставка в Декоративно-прикладном музее, и я еще сходила и на лекции, поэтому про хохлому там много. Мне понравилась действительно переработка рисунка, но вот на платках не очень. Мне было вот прям любопытно, как она это использует в одежде. И у нее есть бутик, так и называется «Хохлома», и находится это в ГУМе. Ну и, соответственно, зашли в ГУМ, съели, конечно, там мороженое, ну как зайти в ГУМ и не съесть мороженое, и зашли в ее бутик. В общем, сейчас ГУМ оформлен в стиле дымковской игрушки. Там я уже все видела, гжель видела, хохлому видела, городец видела. Вот в этом году в стиле дымковской игрушки все это оформлено. Вот, кстати, опять же, просто сфотографировала. Сейчас мы перейдем в тему украшений, аксессуаров с символикой следующего года. Опять же, можно использовать всегда подкову. Подкова всегда на счастье. И вот ее бутик. Давайте сейчас быстренько пробежимся. Ну, как всегда, на фарфоре, на рисунке мне очень понравилось. Оформлен
Оформлен он, в принципе, в стиле следующего года. Год у нас огненной лошади, поэтому запоминаем. Очень красиво оформлено. Я тоже возьму это на вооружение. Что-то красное я на стол поставлю. Кстати, да, вот этот платок мне прям понравился. И что-то он мне напомнил. Это вот этот вот он мне напомнил, что Наташа рисовала. Такой именно в технике кудринской росписи, чисто такой empty золото и черный. То есть и еще тоже, что здорово, он пока будет тоже немножечко стираться, это прям такой, когда он чистый, он так как раз чуть-чуть и будет в золото будет немножко вот в таком оттенке, как бы окисливаться, что ли. Вот тоже мы это заметили. Угу. Очень круто вот этих всевозможных нашивок, наклеек, аппликаций. Это нам сейчас тоже очень актуально. Почему? Потому что мы сейчас стали, уже сколько, уж какое третье занятие прошло, или даже уже четвертое, это когда мы стали уже соединять наш батик и вышивку, и оформлять ею одежду. Поэтому тоже запомнила, очень классно. Мне кажется, на рукаве это тоже очень здорово использовать. Ну, всего очень много. Между прочим, у меня даже есть такая история, что я хожу в бутики, в ЦУМ, в ГУМ и смотрю тенденции. И вот когда тоже идут какие-то выставки, например, ну, там история там, текстиля. Почему? Потому что это тоже очень важно. Чем дышат, да, дизайнеры, они же также, как это сказать, фокус-группу, тренды, смотрят о том вообще, что носят. Ну, дизайнеры же, они все равно же делают одежду для людей, и, соответственно, они также наблюдают, и я думаю, что они намного большим, как это сказать, обладают арсеналом, ну, как бы людей, да, которые, собственно, проводят какие-то маркетинговые исследования. Поэтому здесь тоже очень хорошо смотреть. Понятно, что мы все равно это не срисовываем, ну вот, я имею в виду один в один, не копируем, но это и неинтересно. Но вот как что-то подмечать, какую-то штуку ну, как бы к себе на вооружение. Понятно, что ты это все обработаешь, сделаешь со своей уже колокольней, со своими возможностями, да, ручков, что ты можешь делать, и переведешь это все в свое творчество. Как это сложится, как пазлики сложатся, я сама не знаю. Но как-то это все происходит. Тоже все проверено. Ну, вот с такого, да, белого прекрасного трикотажа превращаемся практически в белый, серый, облачный танцор. Это тему следующей выставки. Легче легкого, легче воздуха. И это все, конечно, о наших любимых одуванчиках. Я прям, когда ходила, я уверена, что в следующих одуванчиках я обязательно либо сама сделаю, либо предложу вот такую цветовую гамму, нежную выбрать для своего будущего изделия. Потому что прям, честно, хочется прям в таких совсем нюансах порисовать и создать что-то такое прям совершенно нежное, графичное. В общем, одуванчики, ну, 10 лет в школе, как я уже сказала, ну и, собственно, с этого я и начала. Но одуванчики у меня появились еще раньше, чем школа, то есть у меня были картины с одуванчиком, ну, наверное, одуванчиком лет 15 как. И, честно, нету такого, чтобы они у меня как-то повторялись, они мне как-то надоели. Нет, одуванчики – это один из хитов нашего мастер-класса, поэтому я буду только очень рада, если они у меня также будут продолжаться. Но вот цветовые гаммы я запомнила и прям поиграю на совершенно таких нежных нюансах. Тем более в следующий год это облачный танцор, белое на белом, белое светлее, белое чуть потемнее. Вообще, что я говорю, это вообще какой-то бред, конечно, но почему бы нет? Угу. Ну вот сейчас как бы про один хит я рассказала. Это уверена, что станет следующим хитом. Один из следующих, потому что что-то как бы в этом году у меня история многих хитов, как оказалось.
Но, в общем, поле. Поле 1001 вариант. Это мы уже начали рисовать. И, собственно, история о том, что они все разные. Я сама так не могу представить, как представляют девочки. То есть как они это все еще тоже интерпретируют. Вот эти все травы, злаки, всевозможных насекомых. Мы сейчас тут вообще затеяли с Женей поле с конем, ну, еще пока в процессе. Всевозможные, то есть у нас было поле и летом, поле и зимой. Оля рисует, поэтому я думаю, что у нас это также будет историей, которая будет искать, ну, будет с таким своим продолжением. Может быть, даже будет целая просто, может быть, выставку такую, прям даже чистую поле сделаем. Выйду я с конем по полю гулять и так далее и тому подобное. Ну, очень красивые, совершенно разные работы. Где-то кто-то посильнее сделал акцент на том, кто-то на другом. Поэтому где-то, да, где-то какие-то выводы надо сделать, что там что-то светлее, темнее сделать тона. Но опять же, это все опыт. Это вот все вот с этим вот здорово. Будем работать и идти дальше. Здесь еще Оля добавит снежок на первый план 3D-эффект. Посмотрю, что у нее получится. Она обещала выслать работу. Ну и, конечно, как я и сказала, что мы, естественно, не обойдем, никак не обойдем декабрь, ну, наверное, с конца ноября у меня же начинается такая история, когда мы рисуем, я думаю о символе следующего года. Вообще, кстати, вы заметили, что на заставке у нас тоже была лошадка? И, между прочим, лошадка еще не завершенная. Почему? Потому что еще год лошади не наступил. Еще только в процессе. Вот у нас в процессе рождаются кони, они совершенно разные. Они будут, вот они сейчас, я их уже закрепила, красители, отдала на подшивку. Скоро заберу, так что я вам покажу, что у нас получилось. Пока только вот такой небольшой процесс. На самом деле у нас в этом году завершились тоже вот буквально тоже на днях. Вот сегодня отправила Оксанины платочки, искусство росписи шелковых платков. Как я написала, да, в Телеграме, что сейчас уже можно говорить, да, там, последний курс, последний мастер-класс тогда. Вот, в принципе, и сегодня у нас с вами последний эфир в этом году, в 2025. В следующий раз я вас уже поприветствую в 2026. Ну, конечно, у нас практически каждый день выходят посты в Телеграм-канале. Если вы еще не подписались, «Школа современного батика» в Телеграм-канале, обязательно подпишитесь. Ну и ВКонтакте тоже. Почему? Потому что ну, все равно все что-то происходит в онлайн, да, школе, в студии. Поэтому, естественно, мы делимся с информацией. Да. Это прекрасные платочки Юли. Тут тоже Юля на днях мне сказала, прекрасный курс, спасибо большое, это реально то, что нужно, и то, что вообще как бы важно пройти. Почему? Потому что на этом курсе я как раз рассказываю о материаловедении. Да, у нас есть аналог этого курса в онлайн-школе, он так и называется, «Основы батика». Там тоже есть 4 техники, да, 4 техники батика, но это просто основы. И, собственно, материаловедение. Тоже очень-очень важная информация, которая, собственно, очень нужна. Вот, кстати, вот как так происходит? Вот прям реченька журчит. Вот история тоже про онлайн рассказала. И вот сразу платочки Анастасии Ананиной. Здесь вот с онлайн-курса. И, собственно, как тоже разбирается, вначале делаются эскизы, потом делается платок. Вы сейчас увидите, он совсем другой получился. Ну и вот, знаете, тоже один из вопросов меня спрашивают, когда спрашивают, а вообще как бы нужно ли уметь рисовать, да? И здесь история о том, что
Вот, например, поле мы первым уроком мы просто рисовали, мы оттачивали руку углем, карандашом, акварельными красками, да, вот как кисточкой нажимать. А в онлайне то же самое. Мы вначале делаем эскизы, то есть вы попадаете, ну, грубо говоря, в художественную школу. Такие направленные истории, да, мы даже если и что-то и рисуем, мы все равно как бы думаем о батике и там и рисуем в основном акварельными красками, чтобы опять же также приучаться к вот этой истории, к водяными, да, к водяным краскам, что они у нас жидкие, что они у нас полупрозрачные, и вот так вот растекается. Ну что, интересно посмотреть, какой у него платок получился? Запомните, да, такой. И получился совершенно, ну, надо сказать, Анастасия, в принципе, очень такая нежная душа. У нее всегда очень такие нежные работы и в таком тонкой истории. Наталья пишет, а как делается эскиз? В масштабе, ну, на самом деле я очень редко, и вот, между прочим, вы тоже заметите, что здесь это просто на формате А4. Дело в том, что когда ты делаешь в масштабе, ну, большой, тебе очень, ну, ты не настолько мобильна. Ну, вы представляете, да, если у вас платок 90 на 90, вам надо в масштабе сделать, и вот ты так вот будешь по этому листу ватмана, ну, практически плыть, периодически заползать на стремянку, смотреть свысока. Почему? Потому что я очень часто рекомендую отходить, да, делать фотографии, смотреть, ну вот, насколько целостная получается история. Поэтому здесь вот такая прям нежная-нежная лошадка получилась. Поэтому здесь я рекомендую эскизы делать. Даже вот я очень рада, на самом деле, у меня есть курс рисования для рукодельниц, когда мне пишут уже как бы как обратной связи, что Надежда, у меня теперь появилась привычка брать себе с тобой блокнот и карандаш. Я надеюсь, что вот именно история вот этих почеркушечек, блокнотов, и, между прочим, я тоже говорила совет, вот у меня дневник, он не в линеечку и не в клеточку, он у меня с чистыми листами. Почему? Потому что я не могу иметь два дневника, ну, мне это сложно. У меня есть и записи, но и всегда должны быть листы для набросков. Поэтому здесь такая тема. Да, очень красивая эскиз, сама придумали. Да, Настя здесь это придумала сама. То есть у меня на самом деле только один курс «Основы батика» в онлайне, где я даю шаблоны, да, рисунок, потому что там мы изучаем техники. Да, там мы изучаем техники, у нас там нету темы для еще продумывания эскизов. Но потом все курсы остальные, они уже идут, конечно, с темой эскизов. То есть мы еще и эскизы обсуждаем. Поэтому здесь такая тема. Ну, я и рассказываю, как думать про эскизы, как думать, как их рисовать, как о них как бы собирать и так далее. А потом, естественно, мы выбираем тот или иной эскиз, что-то там дорабатываем и используем. Кстати, вот здесь очень хороший прием, и вы здесь видите, что когда ты носишь платок, ты платок, вот сейчас, кстати, очень модно носить платок как картину. Вот я сегодня так одела. Но еще часто платок делается драпировкой. Поэтому я тоже очень рекомендую делать какие-то небольшие детали, особенно на углах. Потому что когда вы складываете, да, чтобы они читались. И вот здесь Настя использует этот момент. Спасибо большое. Вот, кстати, продемонстрировали мы его. Так, да, Ирина пишет, а будут ли у вас новогодние предложения? Да, у нас есть новогоднее предложение, прекрасное, в школе. Ну, кстати, да, сегодня я вам его и покажу. Очень много чего. У нас была тоже на днях прошла история с мезенскими лошадками на одежде. Мы их и рисовали, вот Катя здесь помогает сейчас, мы их и вышивали. Слушайте, я как сорока рассматривала этот люрекс, эти золотые, серебряные, цветные, радужные ниточки. Вот так красиво украшать одежду. Ну, бисером мы еще украшали. Вообще тема лошади, это символ солнца.
Это символ солнца, символ все время движения. Ну, в принципе, в такое, ну, как бы время лошадь – это все. Лошадь – это… Машин же не было, да? Лошадь – это и трудовая лошадка, это и средство транспорта, которое тебя перенесет куда-то. Ну, как вот солнце, да, тоже все время движется. Это движение, это жизнь. Поэтому лошадь – это, конечно, история очень символичная и прекрасная. Ну и с лошадками, слушайте, как мы их только не рисовали и не изображали. Ну и опять же, сегодня мы тоже с вами их порисуем с пятном и с графикой. Ну, вернее, я порисую, вы посмотрите. На вебинарах, еще раз скажу, я не рекомендую со мной рисовать, потому что это очень тяжело. Потому что когда ты смотришь и рисуешь, лучше вы порисуете, там, запомните, напишите какие-то себе пункты, а потом лучше пересмотрите запись. Также себе там на паузу как-то ставьте, чтобы вам уже рисовать, ну, совершенно спокойно, так, и с чувством, с толком, с расстановкой. Да, вышивка – это не такой быстрый процесс, как, например, роспись. Хотя и роспись иногда бывает не такой быстрый процесс, но вышивка – это еще дольше. Поэтому, естественно, мы начали, весь процесс мы как бы просмотрели, как чего делать, ну а так это взяли на работу с собой. Также у нас всевозможные тоже, я сделала такие наборчики тоже к году лошади. Они тоже связаны. Это вот буквально недавно уехал тоже наборчик с будущей ученицы. А там записанные уроки, чтобы прям тоже так же идти, чтобы все это сделать. Можно сделать самой, можно сделать с друзьями, со знакомыми, с близкими, с детьми это можно сделать. Ну, под присмотром, и все это тоже будет прекрасно. Поэтому… Тоже такая же тема с подборами красок, с подставкой под панно, которыми также можно украшать. Между прочим, вот, кстати, вот с мезенской лошадкой в красный цвет я вот буду украшать стол. Вот поставлю вот такие панно, тоже будут красные свечи и какие-то красные тоже элементы на столе. Мне кажется, это тоже очень-очень в тему и красиво будет. И, соответственно, ну, опять же, мне кажется, когда это все авторские и нетривиально, и сделано еще своими руками, мне кажется, это все еще теплее становится. Не только салаты, которые ты тоже вроде бы делаешь своими руками, но еще вот это вот красивое убранство. Недаром я специально сфотографировала стол, который, да, вот в бутике у Алены Ахмадуллиной очень красиво сервирован. Красные свечи, красные яблоки, красные цветы. Угу. Поэтому все тоже в тему. Да, мы лошадки эти, они у меня есть, эти панно, эскизы в студии. Мы их рисуем, и уже девочки тоже украшают свои дома. Да, спасибо, Наташа. Прям очень-очень красивые, яркие. И вот что тоже интересно. Когда ты делаешь что-то, но ты сделала что-то, вот я очень хочу увидеть, какие получатся у вас лошадки. Потому что, ну, понятно, я выбираю свою гамму. Но даже из 3 цветов, ну, в принципе, вы же знаете, так, а если не знаете, то сейчас узнаете. В принципе, в природе 3 основных цвета. Это желтый, синий и красный. Супер, если они еще и холодного оттенка, потому что это считается самые чистые оттенки. Из них, ну, самые чистые, из которых можно получить всю цветовую гамму. Да, конечно, мы балуемся и черненьким, и коричневым, потому что все-таки у нас все равно химические краски, я имею в виду, ну, не прям чистота, да, пигмента. Поэтому, естественно, мы это все замешиваем. И мне безумно нравится. Я вообще к теме цвета стараюсь относиться очень субъективно. Я очень много даю вам свободы с цветом. Почему? Потому что, во-первых, я очень сильно доверяю шелку, ткани. Честно, на ткани
Любой цвет дружит. Даже, знаете, когда начинаешь думать, ой, красиво, некрасиво, вы поймите, это просто будет, ну, как бы сложный цвет, но он будет красивый. Вот на бумаге, на холсте можно взять не тот цвет, ну, потому что это, ну, плоскость. А ткань, она дружественна сама по себе. Она так красиво цвета совмещает. Но вот и, кстати, сейчас будет мастер-класс, где я буду наносить пятно, и вы это сейчас тоже убедитесь. Можно, в принципе, вот так вот капнуть цвета, и все равно будет красиво. Ну, конечно, вы так сильно учиться все равно надо, то я сейчас скажу, и вы скажете: все, Надя разрешила делать все, что можно. Но если хочется задумать то, что ты задумала, ну, как бы, да, там в голове, и все это изобразить, то тут, конечно, нужны еще всевозможные техники. Это я вам рассказываю о том, что учиться важно. Но и вот этой такой абстракции, доверию и не бояться цвета. Вот я очень-очень хочу, чтобы вы не боялись цвета. А шелк вам, кстати, в этом поможет. Вот, кстати, на мне сейчас вот эта вот прям прекрасная лошадка. Опять, все цвета следующего года. Сейчас будет небольшая лекция про это. Поэтому я, можно сказать, очень модно. И у меня и жемчуг. У меня и всевозможная бело-серая гамма, то, что нужно. И есть цвета такие электрические фуксии, которые, такой розовый, который тоже будет модно в следующем году. Ну, кстати, следующий год – это год красной лошади, огненной. Пожалуйста, футболка я сделала в этой теме. И тоже будет очень актуальной. И либо самой носить, либо кому-то в подарок. Здорово оно. И вот, кстати, вот и дошли до этой темы, как самый модный – это, конечно, вот этот облачный танцор, всевозможные оттенки бело-серого, нежного. Ну и это тоже из истории цветов, которые будут популярны в следующем году. Ну и вот использование, да, вот как раз розового, серого – это моя тема. Сейчас на мне. А так, вот такой трансформационный, какой-то зеленый, изумрудный, очень красивый, прям очень глубокий цвет, который я очень люблю, обожаю именно его сочетанием серого и ржавчины. Это прям одно из любимых моих сочетаний. Ну, и опять, может быть, сейчас. Дальше посмотрим. Да, вот всевозможные голубовато-сероватые, ну, потому что они в тему облачного танцора, такой электрический розовый, золото, такое золото приглушенное, это опять же любимая хохлома, все в тему. Ну и такой мятный. Кстати, мятный цвет тоже совершенно шикарно смотрится с бордовым, с ржавчиной, это очень тоже вкусное сочетание. Ну и, собственно, вот он цвет, который самый-самый. Как вот, видите, вообще какая-то лекция получается сегодня у нас, вебинар, эфир такой вообще волшебный, как-то все плавно перетекает из одного в другое. Как художники, которые выставки-то запланировали, и идут они уже, может быть, несколько месяцев, как они это все проинтуичили. А почему? Да потому что мы все волшебницы, у нас у всех открыт творческий портал, поэтому мы и так это все считываем. Вообще история белого, серого, черного – это такая чистая история, на котором всегда очень круто смотрятся вот такие именно акценты цветовые. Поэтому используйте чистоту для того, чтобы дать какой-то яркий акцент. Он будет тогда очень-очень прям мощно играть. Ну, я думаю, что мы с вами дошли до того момента, как барабанная дробь, переходим к теме этих же лошадок, которые, собственно, мы с вами и обсуждали. Как их сделать? Я покажу и на одежде, потому что я думаю, что о том, что одежда у вас будет такая, более самая любимая из историй делания подарков своими руками. Ну, там уже это решите. Платки, они как и были актуальны. Сейчас они вообще, прям
их прям реально можно носить прям просто как картину, то есть их можно за пояс, да, прям просто на плечо накидывать. То есть здесь это уже из аксессуара ну, в такую ткань самодостаточную выходит. То есть здесь это очень всегда модно и красиво. Поэтому тоже все расскажу и покажу. Так, что еще хочу сказать? Сейчас я это буду показывать на футболке, но вы же поймите, вы можете это делать на рубашке, представьте, какую-нибудь юбку, да, внизу такие тоже пятна разбросать, и там несколько лошадок, да, запустить. Поэтому здесь все-все-все возможно. Итак, для простоты и, собственно, для доступности материалов, и чтобы мне, вот, да, вот тоже Ирина, видимо, Ирина еще у нас совсем-совсем новичок, и, собственно, да, такие, как выбирать шелк. Кстати, это все есть на самых наших первых курсах. Там все также все рассказывается, показывается, да. То есть из истории о том, чтобы вы могли это купить в любых магазинах, и вам не надо было бы там знать какие-то тонкости, там красители, как выбрать правильно шелк, как его запарить и так далее. То есть я сейчас буду рассказывать и показывать все обыкновенными водно-дисперсными красками для батика, для шелка, декола, дюпонт, то есть росилка, пебио, марабу, все что угодно, что закрепляется утюгом. Да, они все жидкие, да, они для батика, там будет написано декола, там написано батик. У пебио, например, написано силк, у росилка тоже силк написано. То есть это акриловая краска для батика, или еще она называется водно-дисперсная краска для батика. Продается в любых магазинах. Выбираете гамму любую, тем более, сейчас я вам рассказала, не надо бояться цвета. Все и так будет очень-очень красиво по цвету. Да, выбирайте, со своего, такой, да, доверяйте себе. Вы точно, вы живете эту жизнь, вы же знаете, что вам идет, смотрите на других. Тоже, опять же, воображение развиваете насмотренность, смотрите, ага, а это мне цветосочетание понравилось, надо-ка его использовать. Пожалуйста, используйте. Ну и потом, у вас всегда есть палитра. Есть палитра и есть бумага. Да? На бумаге всегда, на салфеточке, да, всегда проверьте, это тот или иной цвет. И вы это все увидите, посмотрите. Поэтому здесь не будет никаких каких-то совсем специальных инструментов. Эти краски подходят для всех видов ткани. Поэтому даже не обязательно использовать натуральный шелк. Угу. Есть. Итак, естественно, вам нужно застелить стол. Это все есть. Так, секунду, сейчас он настроится. Потом вы берете одежду, берете распечатанную картинку. По поводу распечатанной картинки, да, завтра будет письмо, я все вышлю, я использую здесь три картинки. Я не знаю, какую выберете вы, поэтому я вам вышлю все разные. Это картинки, которые, собственно, я использую в этих мастер-классах, поэтому вы это все увидите. Я намечаю слегка, где хочу расположить пятна, не рисую лошадь, не рисую. Мне это сейчас не надо. Поймете почему. Все. Просто нарисовала, где она заканчивается, чтобы у меня пятно не гуляло, да, от лошади совсем далеко. Обязательно между слоями я сейчас прокладываю любую пленку, либо холст, обтянутый пленкой, либо картонку, обтянутую пленкой. Просто пакет у всех всегда есть, поэтому все проще. Застилаю, закрываю то, что не буду использовать. Угу. И, соответственно, все так закрыла, чтобы все было аккуратно и все. Я знаю, где у меня будут пятна. Естественно, пятна у меня сейчас растекутся куда угодно, но все равно я, буду их класть туда, где примерно, пусть они растекаются, но все равно они совсем сильно, они не окажутся у меня на спинке или внизу, да, все равно они окажутся плюс-минус там, где нужно. У меня, кстати, только желтый и только розовый холодный цвет. Из него я сделала теплый красный, оранжевый цвет.
И вот сейчас слегка сбрызнула, ну, чтобы красиво у меня растекался цвет. Беру большую кисть, замешиваю цвет и прям смелой рукой, ничего не боюсь, прям делаю такое пятнышко. Итак, как вы хотите. Хотите ярче, хотите светлее. Не забудем, что когда краска высыхает, она светлеет где-то на тона полтора точно, если не на 2. Поэтому вот сейчас вы видите такой оттенок. Когда он высохнет, он будет светлее. Это то же самое, ну, собственно, та же самая история акварельных красок, у них то же самое. Когда она яркая, вот такая сочная, свет, ну, прям только положенная, мокрая, она такая яркая-яркая. А потом, когда высыхает, она становится нежной. Поэтому на это обратите внимание. Сделала. И вот смотрите, сейчас я обязательно подсушу. Почему? Потому что если на мокром трикотаже, ну, у меня футболка, трикотаж, то она у меня будет растекаться. И растекаться она у меня будет достаточно сильно. Поэтому, чтобы мне зафиксировать все-таки пятна там, где я хочу их видеть, я фиксирую это все феном. Видите? Посветлее. Так, и помните, что я же переводила рисунок фантомными термоисчезающими чернилами. Поэтому вы понимаете, да, почему заранее я не обвела лошадь. Потому что это было бы бесполезно. Я же сушила феном. Соответственно, я бы просто убрала бы этот рисунок. То есть мне бы пришлось делать, ну, 2 работы. То есть как бы 2 раза на одну и ту же работу. Поэтому все. А потом, знаете еще что? Когда ты обводишь рисунок, ты стараешься сразу положить пятна вот по рисунку. Я не очень хочу, чтобы у вас был такой, ну, как бы вы себя немножко сдерживали. Не надо сдерживать. Все. Прям и хорошо. Не надо, чтобы пятна прям попадали, я не знаю, в голову или в гриву. Вы увидите, что это все очень красиво смотрится. Такая небольшая, такая плакатная, абстрактная, я даже не знаю, или техника иллюстрации, да, тоже так же. Очень все здорово. И, между прочим, тоже очень модная техника. Линии и пятна современно, красиво смотрятся. Иногда, когда вы сделаете очень яркий цвет, то немножко тяжеловато увидеть из-под него ваш рисунок. Поэтому, видите, вот такие тонкости я уже взяла и просмотрела. Как это можно уменьшить? Не делайте такой яркий цвет. Тогда вы спокойно, это все будет просвечивать, и вы все будете видеть. Либо можно будет еще обвести фломастером, и он еще станет ярче. Либо рисунок, копирка и ваша футболка. И вы спокойно переведите через копировальную бумагу. Но тогда я не вижу пятна. А мне все-таки интересно, да, чтобы в пятна попадали. Ну, чтобы красиво было. Все, теперь черед за линий. Все, у меня все высохло, я перевела рисунок, у меня готов, вот передо мной лежит моя лошадка распечатанная. У вас будет рисунок. Естественно, вы распечатываете, но заметьте какую-то линию, либо ширину, либо высоту. И когда вы пришли в копирку, вы просто говорите, мне вот эту лошадку, чтобы она, например, занимала ширину, да, например, там, ну не знаю, 15 сантиметров. Все. И вам спокойно распечатают. Специально делаю такой кисточкой, чуть-чуть такой щетинной, и такая она, как это сказать, разлохмаченная. Специально делаю такую историю как бы смазанных линий. Да? Очень красиво смотрится, мне прям нравится этот эффект. Но опять же, будут разные лошади, чтобы на любой цвет и вкус. Потому что, может, мне нравится, а может, вам не нравится. Все, опять же, очень-очень личная тема. Что можно взять из черного цвета? Можно, и я здесь делала разное. Я делала и текстильную краску черного цвета. Так и написано. Текстильная краска, краска для текстиля. Все, любая черного цвета. Можно взять с каким-то эффектом. Перламутровым эффектом, с блестками. Опять, чем не Новый год. Также можно взять обыкновенный контур или резерв для ткани. Все, тоже черного цвета. Он также будет работать. Все спокойно. Я для удобства заливаю это в аппликатор, да, чтобы тоже можно использовать. А так можно просто кисточкой брать из банки.
как вам угодно будет. Значит, поняли, да? Пятна мы делали жидкими красками, батик или силк. Угу. Я брала здесь деколу. Линию можно делать либо краской текстильной по текстилю, либо контуром черным. Без разницы, что возьмете. Ну, специально так сделала, чтобы вы могли бы сделать... Не путаем. Это не краски акриловые, которые обыкновенные. Нет, это краски для текстиля. Да, они такой же плотной консистенции, как гуашь, но у них какие-то пластичные, такие связующие добавленные пигменты. Поэтому ткань у вас остается тканью. Все, итак, вот где-то маленькой кисточкой, где-то большой кисточкой я обвожу все то, что навела, вот этот вот рисунок, обвожу достаточно тоже свободно. Здесь у меня нет истории нарисовать прям вот такую линейную тему, но вот на этом платке будет линейно. Я вам сказала, я вам 3 рисунка положу. Лошади разные, голова, да, и, ну, как бы и с телом. Поэтому вы выберете ту, которая вам нравится. И, естественно, распечатаете в размер, который вам нравится. Угу. Ну, который вам подходит. Потому что, опять же, разные одежды, да, разные формы. В печать в копирке хоть А0 распечатывайте, без разницы. Они в любой формат вам распечатают. Картинки у меня будут сделаны хорошего качества, разрешения, поэтому вы можете распечатать хоть для самых больших вот платков, которые вот Ирина спрашивает. То есть без проблем. Можно хоть 70 на 70 распечатать, хоть 90 на 90, какой захотите. Платок такой и сделаете. Вот так. Все, обводим. Чуть-чуть разбавила краску, чтобы сделать такой набрызг. Ну, так, чтобы тоже это было все немножко в таком волшебном теме. Кстати, опять же, можно набрызг сделать и, там, я не знаю, с золотинками и так далее. Год же огненной лошади, что там? Можно и вообще все засветить. То есть здесь вроде бы такой интересный, простой прием, но очень, мне кажется, классно смотрится. И вы, опять же, не боитесь, учитесь не бояться цвета, пятен. И смотреть о том, что, боже мой, не надо каждое пятнышко обводить, из него что-то делать. Все равно графика, она первична. Поэтому здесь будет у вас, она так вот как бы решающая. А пятна будут, ну, что ли, давать эмоцию. Угу. Здорово, классно. Представляете, на рубашке, на спинке. Мне кажется, хорошо использовать. Ну и опять же, можно подсушить. Здесь уже можно не сушить. Здесь уже можно спокойно так оставить. Почему? Потому что это не растекается. Спокойно просушиваете, и все очень хорошо. Дальше переходим к платку. В конце расскажу, как закрепить. Рисую я все одинаковыми красками, поэтому закреплять мы будем все это по одинаковому. Ну что, сейчас уже, в принципе, вся та же самая история, но просто на платке. На платке важно застелить, опять же, стол, смочить ткань, чтобы красиво растекалась краска. И вот так вот разбросать пятна. Я разбрасывать пятна специально буду по-разному, чтобы вы тоже посмотрели, что здесь, ну, как бы... тоже довериться шелку, ну, ткани, да, на какой вы будете делать, может, кто-то на искусственном будет делать, и, собственно, вот этой всей теме, как она будет растекаться. Так, вот сейчас очень важно. Закрепили рисунок. Все, вы сделали пятна, оставили это высыхать, все это хорошо. Закрепили рисунок на столе. Потом закрепили пленку или пакеты. Почему? Потому что когда мы с вами будем наносить рисунок опять тем же самым контуром, либо текстильными красками, чтобы это не прилипло к рисунку. Поэтому вы рисунок защищаете пленочкой. Угу. И вот смотрите, все, я все закрепила, все здорово. Здесь, кстати, подрамник не нужен. Ирина, здесь подрамник не нужен. Нужен только стол.
Все, и теперь вот видите, пятна мои высохли. И я начинаю этот платок вертеть и смотреть, где мне больше нравится вот это сочетание этих же пятен, ну, которые получились. Они получатся у вас свои. И мне будет очень интересно посмотреть, какие у вас получатся. Единственное, что моя будет просьба и рекомендация, не берите много цвета. Возьмите либо один цвет и его на тона разделите, либо максимум 2 цвета. Не берите много цвета, потому что в этом можно запутаться и, ну там, я не знаю, вообще не оставить белого. А мы знаем, что следующий год это год белого танцора, облачного танцора, поэтому белый цвет. Ну и потом пятна. Пятна все-таки должны быть на белом. Поэтому 1-2 цвета. Либо один цвет тональности, либо максимум 2 цвета. Не берите много цвета. Все, видите? Я посмотрела, где мне больше нравится. Опять также все закрепила. У меня все закреплено. Понятно, что шелк будет немножко двигаться. Поэтому, естественно, я буду руками немножко раздвигать, придерживать мой шелковый платок. Но здесь уж надо, чтобы, знаете, вот опять я специально так сделала, чтобы вы не зависели от подрамника, да, от каких-то таких дополнительных материалов, чтобы это вы могли сделать легко и просто. Просто нужен стол и пленка, или пакеты даже. Вот, поэтому вы здесь будет такая небольшая история о том, что немножко будет ткань собираться под кисточкой, но я думаю, что здесь не так страшно. И это, наоборот, даже тоже дает дополнительный такой эффект. Все, опять из черного цвета я взяла либо контур, либо текстильная краска, все равно, правда, работает и то, и другое. Да, дает небольшую жесткость, дает жесткость, но так как это все-таки линия, что контур черный, что краска черная, вам все равно будет давать жесткость, поэтому здесь, особо выбор, то, что найдете, вот то, что реально найдете. И, соответственно, просто купите и сделаете. Любой, либо текстильной краской, либо черный контур, либо резерв. Все. И вот я так спокойно наношу. Где-то графика, где-то линии, где-то совсем тонкая линия, где-то растушевала. Угу. А здесь у меня, вот я поэтому и говорю, что здесь у меня полоток 50 на 50 сантиметров. Но здесь вы все равно, вы исходите из своего платка. Здесь у меня 50 на 50 сантиметров. Вы можете распечатать картинку на любой свой платок. Здесь вообще все равно. Вы здесь уже сами вольны исходить из того, что есть у вас. Я вам даю идею и даю вам вот этих прекрасных коняшек, которые уже опромбированы, протестированы и немножечко с разными, характерами, я бы так сказала, потому что вы их уже сможете выбирать. Картинки будут приложены завтра, вот я вам вышлю историю этого вебинара. Вы его также можете просмотреть опять это видео мастер-класса. Там уже будет к этому файлу приложено и, собственно, этих 3 лошадки, 3 картинки. Вы скачаете и распечатаете на свой размер. Мой такой. Потом и футболка у меня была тоже такого размера. Может, у вас будет рубашка оверсайз с прекрасным, я не знаю, спинкой. Вы там распечатаете чуть ли не на 3-й формат лошадку. Тоже круто. А может, это у вас будет подол юбки. Юбка солнца, которая развивается, и там по ней лошадь будет прям вышагивать. Или много лошадок. Поэтому здесь выбирайте сами. Материалы. Жидкие краски для батика, для закрепления утюгом. Еще они называются акриловыми красками или водно-дисперсными красками. А черная история – это контур черный или текстильная краска. Ну что, теперь, это уже быстро. Я покажу вот этот свой розово-серый платок. Опять, вся та же самая история. Всегда доверяйте своим глазам и своей палитре.
Вот я взяла просто яркие цвета из банки, яркие-яркие цвета из банки. И вот здесь их просто водичкой замешала. Сделала из них розовый и серый. Все, опять взяла платок. У меня 50 на 50 сантиметров. Постелила низ пленку. Смочила его пульверизатором. Ну, если нет пульверизатора, смочите водой, да, и просто влажный платок постелите. Специально просто вам почему показываю? Да потому что там я делала такие линии, да, как бы такие полусолнца. Здесь я просто делаю пятна, да, с линиями. И это все равно тоже будет красиво. Только правило: не берите больше 2 цветов и не занимайте всю плоскость. И все это делаете на влажной ткани, чтобы это все красиво еще подружилось друг с другом и растеклось. И вот смотрите, я здесь сделала просто 2 пятна и создала несколько волнистых линий. И сделала наброск кисточку, ну как бы, да, кисточкой. И все. И оставила это все высыхать. Сейчас я вам покажу, сейчас я прям буду сушить, быстрой перемоткой перед вашими глазами, чтобы вы увидели, насколько, когда она была мокрая краска, и насколько она посветлеет, когда станет сухой. Всегда все краски, когда они мокрые, они ярче. Когда они высыхают, они светлеют. Кстати, на футболке, на трикотаже это происходит, на хлопке, это происходит, ну, может быть, даже на 2 тона. Здесь где-то на тон, 1,5, вот так вот. Угу. Так, все подсушили. Все классно. Видите? Посветлел. Вот, ну, на тон точно, да? Посмотрите, уже красиво, уже так интересно. Да, понятно, что это просто, ну, как бы здесь нет никакой росписи, нет никакой идеи, но если вам, например, нужен какой-то цвет, ну, в какой, ну, там, какой-то цветовой акцент вашей одежде, то почему бы нет, да, почему не использовать просто цветовые пятна, тоже как идея. Но мы все-таки делаем году лошади, и поэтому нам нужен вот такой вот символ. Да, у вас эта лошадка тоже будет. Вот помните, смотрите, 2 лошадки до этого у меня были с историей вот такой вот как бы сухой кисти, красивого следа. Здесь у меня такая чистая тема. Мне вот это больше всего нравится, когда ты ищешь в поворотах, где красивее всего будет смотреться вот это вот, ну что ли, графика. Угу. Так вот листать, смотреть, перекладывать. Ой, обожаю вообще на самом деле все искать в пятнах. Это моя, ну что ли, медитация. Все, опять же, закрепила. То есть у меня такой пирог. Я закрепила лист с рисунком. Положила какую-то пленку. Пленка обязательно, иначе к листу у вас, во-первых, будет и соскальзывать, лист может пропитаться, прилипнуть к вашему контуру, поэтому через лист бумаги у вас должна быть пленка. Все это закрепила, скотчем немножко растянула. Естественно, это не будет так сильно растянуто, как на подрамнике, как барабан, поэтому, конечно, это будет немножко двигаться. Но здесь, в принципе, живая линия, поэтому, мне кажется, это тоже очень все красиво смотрится. Угу. Ох, вот прям чувствуете, скачет. Вот прям рисую, и она уже у меня в движение пришла. Все, обвожу. Все то же самое. В аппликаторе у меня либо текстильная краска черного цвета, либо контур для батика. Все рисует, и то, и другое. Что нашли, то и сделали. Декола берете, он сразу уже в тюбике. Так и написано, контур для батика. Контур для ткани, вернее. Все, взяли черный цвет, и вот прям такая... Черный цвет, ну потому что он самый яркий, он держит линию. Это наша история. Мне нравится ставить подписи, такие прям большие, и можно поставить какое-то слово интересное, какую-то фразу, может быть, кому-то вы дарите. Ну и я, видите, поставила сразу, что это акцент. 2026 год. Год лошади. Вот такая история с мастер-классами, с
с темой наших с вами да, вот подарков, ну, не знаю, их аксессуаров. В принципе, да, то, что, чем мне и нравится батик, то, что вы делаете прекрасные вещи, которые можно использовать, ну, они очень утилитарны. Вы можете украшать свой дом, себя, делать подарки, я не знаю, выставляться на выставках, участвовать в выставках ярмарки. То есть вы здесь уже в своем как бы диапазоне работаете, а он, ну, поверьте, большой. Главное здесь, конечно, вот именно, ну, как бы не, как это сказать, но все время расширять рамки. И, конечно, учиться. Все время чему-то учиться, это, не буду, конечно, говорить, как завещал Ленин, в принципе, я думаю, это не только он завещал. А вообще, я тут недавно слушала, ой, забыла, как Татьяна Черниговская, недавно слушала ее интервью, и вот она сказала о том, что да, я занимаюсь наукой, я, говорит, я не понимаю, почему не все занимаются наукой, ведь это же так интересно. Я тоже, наверное, из истории вечного студента, поэтому мне очень нравится учиться. И тоже один из планов, чему я научилась, да, в этом году, я тоже напишу несколько таких открытий в этом году, которые сделала. Ну и, собственно, красотень какая, пишет Алевтина. Ну, вот, кстати, вот, даже маленький, да, золотник, но какой он даленький. Поэтому, и сейчас я же сказала, что сейчас очень много, очень прям классно можно носить платки. Они сейчас стали не просто такими, да, как бы аксессуарами, которые... ну, где-то, как мы привыкли, да, завязывать их как такими шейными маленькими платочками, все в драпировке. Сейчас они стали, ну, достойными. И вы видели, как у Алены Ахмадуллиной, да, красиво украшено платье. Собственно, украшайте себя своими произведениями. Ну, мне кажется, вы достойны того, чтобы и делать, и, собственно, и носить, да, все то, что вы создали. Ну и, конечно, украшать своих близких. И, собственно, чтобы это все у вас и происходило, да, и, как я и сказала о том, что мы с вами постоянно учимся, где это все можно тоже делать. Ну и тоже расскажу я вам и про историю вот этих, да, новогодних предложений, о том, что спрашивала Ирина. Угу. Елена пишет, как я люблю твои вебинары. Фантазии неиссякаемые. Слушайте, а на самом деле, по поводу фантазий, Лен, я тут на самом деле уже так начинаю, ну, в ожидании. Ведь, смотрите, цикл 12, да? 12, опять же, не случайно. 12 месяцев в году, 12, ну, как бы вот этих вот символов, да, вот этих вот, ну, как бы по восточному календарю. Ведь у нас все в этом году 10 лет, мы еще ни разу не повторялись. А вот будет прикол, когда мы в следующий, уже через 12 лет нашей школы, когда мы начнем следующий цикл 12, да, и у нас будут уже животные, которые, ну, символы символы годов, которые мы уже будем, вот это уже будет такое испытание. Вот, Лен, здесь у меня уже будет, как это сказать, да не оскудеет колодец, да? Пусть приходят разные идеи, потому что мне было бы очень хорошо не повторяться и создавать что-то новое для наших с вами прекрасных символов. Очень интересно, спасибо большое, как всегда супер. Ну и давайте как раз расскажу, ведь на самом деле не случайно я начала этот вебинар с историей о том, что вот это сейчас нулевая отметка, да, которая, собственно, прошлое, да, вот, ну как бы год, он уже завершается, да, его уже не повторить. Будущее, 2026 год, еще не наступил, да. И вот это вот сейчас как раз, вот эта вот нулевая отметка, кстати, есть же, да, тоже в Москве, недалеко, кстати, от исторического музея, нулевая отметка, да, тоже, которая нулевой меридиан, градус, с которого начинается история
всех измерений, и, соответственно, ну, естественно, по России. Здесь та же самая история, которая есть и у нас. Да, что замечтать, чего хочу? Ну, я, конечно, в этом году много чего было. Новая мастерская, переезд, вот эти наши открытия арт-сезонов, где мы с вами ходим, ну, да, там, может быть, и на экскурсии иногда ходим, и на лекции, кто хочет присоединяться, и на пленеры мы ходим. Поэтому я думаю, что это все тоже будет также продолжаться. Ну, я надеюсь, будет продолжаться. Буду тоже также анонсировать и в Телеграме, в нашем канале. Да, конечно, хочу замечтать какие-то наши уже встречи. Да. В этом году просто действительно выставка, был переезд вместо выставки. А так, конечно, есть мне о чем помечтать в следующем году. Поэтому здесь только жду с нетерпением следующего года и как больше сил и вот таких каких-то, ну, опять силы даются всегда из-за наших мечт, поэтому не бойтесь мечтать. Иногда думаешь, боже, что я замечтала, ну куда? А на самом деле тебе как-то бац и даются силы, поэтому, в общем, мечтать надо. Что замечтать? Ну и вот здесь как раз история, вот как раз Ирина спрашивает про какие-то темы того, что, ну что такое есть зимнее и актуальненькое у нас в школе. Это как раз вот эта тема, это наборы, который я, собственно, тоже сегодня показала. И здесь вы можете посмотреть, какие есть наборы, да, с видео-мастер-классами, где не надо думать о материалах, где я обо всех материалах подумала, и они уже есть в наборе. Ну, естественно, конечно, если вы хотите все купить, отдельно есть список того, что нужно. Поэтому вот здесь посмотрите, что есть, да, вот можно это купить просто видеоуроки и делать самостоятельно, а можно купить это все с набором, чтобы вообще не думать о материалах. И вот здесь посмотрите, да. Это вот как раз год лошади. Здесь тема о чем? Здесь понятно, что нет прям такого обучения, да, но вот как порисовать, расслабиться, сделать точно понятный, прогнозируемый, да, изделие есть. Дальше что-то можно взять. Например, я точно знаю, что когда, например, кто-то ездит в гости, им как-то надо занимать то племянницу, то внучку, то друзей. И вот то же самое. Это вот хорошая тема, как занять человечка, чтобы и с толком, и с чувством, и с расстановкой. Угу. Руки чешутся сделать что-то красивое, Наташа, боже, это очень приятно. Ну, собственно, значит, все прошло как и прогнозировалось. Вот как у меня здесь стоит моя мантра, да, говорить со светом и светить. Поэтому прям, ну, очень хотелось бы вас заряжать этой... Я вообще, на самом деле, за любое творчество. За любое творчество. Почему, собственно, я и вам рассказываю про выставки разные, да, всевозможные керамика и одежда, и всевозможные темы акварельности, и масла, и так далее. То есть я вообще за творчество. Но просто так как я специализируюсь на батике, да, и у меня школа батика, мне просто нравится его еще такая, что ли, разновидность, утилитарность, но вообще тема творчества, она архиполезна. Поэтому занимайтесь любым творчеством, от чего вас ёкает, я не знаю, зажигает, руки чешутся. Если будет это чесаться и вдохновляться, и зажигаться глаза от батика, то я буду только рада. Ну и вот, собственно, дальше вот Ирина прекрасные вопросы задавала, и я чувствую, что это прям вот человечек вот прям в самом начале пути. И где это начало пути, вот именно, как Юля сказала, это то, что надо. Прежде чем идти на мастер-классы, обязательно посмотрите вот сюда. То есть в онлайне это основы батика. Это действительно от белого шелка вот к авторским изделиям, где я знакомлюсь с 4 техниками.
где вы изучаете вообще, что такое материалы, да, какие нужны подрамники, как отличать шелка. Ой, боже мой. Ведь на самом деле шелк-то он написан шелк, но это же надо еще понять, натуральный он или искусственный. Как вот это все, какие краски для чего подходят, какая краска подходит для искусственного, какая для натурального. Это, конечно, понимаю ваш запрос, но здесь вот так вот просто нужен нормальный фундаментальный курс. И это он. Это в онлайне. Сюда. Угу. А если в студии... И вот, кстати, да, тоже, девочки, обязательно. А мне вот сегодня тоже в телеграм-канале спросила, Оксаночка спросила, Надя, а где можно купить материалы? А какой у вас есть сайт? Слушайте, у нас только один сайт. Это Batik School, школа современного батика. Это вот прям такая большая платформа. Здесь, видите, наверху есть оглавление. Что почитать блоги? Материалы это вот как раз такие прям совершенно эксклюзивные материалы для батика. Да, сюда можно зайти. Так я вот как раз сегодня я вам рассказала на мастер-классе те материалы, которые вы можете купить везде, в любом. Леонарде, иголочки, передвижники, без разницы. Здесь вот материалы в школе, это прям, красители. Дюпонт уже профессиональный. Там уже вы можете без проблем здесь это приобрести. Да, студия в Москве, онлайн-школа. Поэтому вот это, да, вот здесь очень удобно смотреть. И вот смотрите, я специально делаю расписание. Смотрите, как им очень удобно пользоваться. Здесь уже даже на 2026 год, уже даже кто-то и на весну записывается. Смотрите, вы просто, чтобы не было такой большой-большой колбасы, я специально делаю по месяцам. И вот вы можете смотреть. Вот, кстати, в студии это вот все то, что связано с основами батика, это искусство росписи платков, шелковых платков. Это сюда вы можете заходить, и здесь вот то же самое. 4 воскресенья, 4 техники батика и всевозможные истории материаловедения. Сюда. Ну и все, есть февраль, март, апрель, май и так далее. Поэтому уже хочу. Все. Все хочу. Поэтому все смотрим, изучаем. Вот, да, вот они материалы. Да, все есть. Угу. Все смотрите, изучаете, и, соответственно, если что, можно также почитать в блоге статьи. Там много статей, историй всевозможных тоже можно почитать и посмотреть. Буду очень рада. Ой, прекрасно. Как я люблю твои вебинары. И спасибо большое. Замечательно, как всегда. Спасибо за вебинары, за красоту. И ручки чешутся. Ирина пишет, да, я с азов хочу начать. Ирин, буду только рада. На самом деле здесь на вебинаре, собственно, присутствуют люди, и те, кто со мной уже давно. Вот помните, я показывала вам работы лошадь, да, на платке. Это Анастасия. Вот тоже она прошла основу батика, да, вот батик старт, давно, я даже не знаю, лет 5-6 назад. Потом рисовала, был перерыв, потом опять пришла, да, в школу батика. И вот здесь, ведь здорово, ведь ничего не забывается. Или даже если забывается, ты все равно быстрее вспоминаешь, потому что ручки-то помнят. Да, что-то просмотрела, опять про материалы почитала, и опять уже все. И сейчас уже, между прочим, преподает. И, собственно, рисует с детками батик. Здорово. О выставке Алевтина пишет, спасибо за наводку на Карла Брюлова. Сходила, получила огромное удовольствие. Да, вот в предыдущем вебинаре я рассказывала про выставку Карла Брюлова. Меня, конечно, впечатлило, как еще оформлен зал, да, какой они использовали материал. Вы видите, что я очень часто обращаю внимание на оформление. Вот сегодня про Алену, сны Алены рассказывала и тоже, да, обращала внимание на оформление. Ведь дело в том, почему я тоже говорю о том, когда мы с вами делаем работу, я еще немаловажно рассказываю, да, работа это хорошо, но ее правильно сфотографировать, правильно выложить, рассказать о ней историю. То есть вы понимаете, вы здесь, работа это априори, она должна быть хорошей.
красиво, интересно и хорошо выполнено. То есть люди должны стирать ваши вещи, и с ними ничего не должно происходить. Но вот вся эта еще как бы жизнь этого изделия, она также очень важна. Как вы ее делали, процесс, да? Почему у меня тоже в телеграм-каналах и в письмах тоже очень много историй о процессе, которым, собственно, происходит у нас за кадром. Это же тоже волшебство. А потом о результате, как вы это оформили, как вы это повесили, как вы это сочетаете вместе. Это же тоже здорово. Это вот, ну, вот это и жизнь. Я на самом деле очень обожаю смотреть, когда прихожу в дома, где висят мои работы. И вы знаете, это уже не мои работы, потому что они уже наполнены жизнью, я не знаю, аурой этого места. И вот они реально уже живут эту жизнь. Вот они со мной пожили в процессе. А потом уже все, у них началась какая-то своя трансформация. И это я иногда даже иду так и думаю, так, хорошая работа, кто это нарисовал? Неужели это я? В общем, мне это очень нравится. Поэтому, кстати, не забывайте писать свои инициалы. Вот иногда можно забыть, что вы нарисовали лет так через 10-20, а потом бац, вы посмотрите и вспомните, да, это же вы. Поэтому инициалы это тоже важно. Но это ваша история авторских тем, и мы также про это говорим. Хочу в шарф в стиле шибари, Лена пишет, и с лошадью на концах. Еще работа в списке хотелок. Я, вот, девочки, больше всего обожаю, когда вы мне после вебинаров начинаете писать свои хотелки. Дело в том, что я даже не знаю, как это назвать. Вот я не знаю, мотивирующие вебинары, какие-то, я не знаю, зажигающие вебинары, волшебные пендели. Ну, это не совсем, конечно, для ботикистка, для женщины, да, вот такая в шелках. И рассказывать про волшебный пендель как-то это не очень звучит в жемчугах. В общем, такая тема. Но как-то хочется мотивирующий эфир. В общем, какое-то слово, оно, наверное, придет. Потому что, да, здесь я рассказываю о выставках, о событиях, о том, что было. Конечно, что-то мы с вами рисуем. Рассказываю, где это можно научиться нарисовать, о каких-то своих открытиях. Но самое главное, мне очень хотелось бы, чтобы вот так вот вы и как бы заряжались, да, вот именно вот этими всеми историями. Ирина пишет, солнечный привет из Греции. Спасибо за тепло встречи. Платок Венеция свел с ума половину женщин у маминой работы. Помните, недавно я выкладывала в Телеграме, это вот как раз Ирина, автор, художница вот этого платка, который, вот помните, Венеция, с этими красивыми, в теплой такой гамме сделана, с цветами. Ух, спасибо большое. Здорово. Вот Настя, да. Угу. Настя пишет, добрый вечер, Настя. Это вот как раз, между прочим, о которой я говорила, девушки. Я с вами не сначала. Это вот как, Настя, я про тебя много сегодня рассказывала на моем вебинаре, поэтому обязательно посмотри. Завтра будет у вас ссылка на вебинар. Спасибо тебе за твою лошадь прекрасную, которую ты сделала на курсе, поэтому я рассказала. И очень спасибо большое, что ты прям выложила весь процесс, да, вот как это все происходило. Я закрепила очень просто этот платочек. Здесь у меня под буквально несколькими стежками я здесь закрепила. Ну, на самом деле в таком я закрепляю его наполовину, просто на пуговицы закрепляю, и все. Можно на такие есть маленькие булавочки, да, скрепки английские, то есть на них тоже можно. Но булавки, конечно, не рекомендую, булавки, которые такие, ну, ничем не закрепляющиеся. А так можно какую-то брошь повесить. Угу. А сейчас я просто закрепила несколькими такими стежками, и очень хорошо смотрится. А потом это же ткань, и он ткани хорошо как бы драпируется и смотрится. Угу. Есть. Наталья, поняла, хорошо. Я тогда еще выложу скрин, как же этот
уже забыл, как это слово называется. Поняла вопрос, какой телеграм-канал наш. Завтра я также сделаю, да, будет у нас письмо с рассылкой о вебинаре. Там будет прикреплены 3 картинки, 3 лошадки, которые, собственно, я с вами рисовала. Я рисовала, вы нарисуете сегодня на вебинаре. И буду очень-очень ждать ваших прекрасных работ. Мне кажется, это будет очень волнительно и здорово. Угу. Поэтому не сдерживайте себя, не сдержите себя и в цветовой гамме, тем более вы видели еще сегодня, сколько красивых цветов. Я вам немножко рассказала, да, какие еще красивые могут быть цветосочетания с тем или иным цветом. Ну и опять подумайте о том, что вы будете носить, да, что вы оденете, и подумайте, какой акцент будет хорош. У меня, да, серая рубашка, соответственно, я сделала серый с розовым, да, серый в тон, а розовый – это акцент. Угу. И, соответственно, такая получилась у меня в этот раз история. Но это пока вот одна история. Но ведь сколько платков, столько историй. И буду менять платки, и буду меняться я. Угу. Боже, слушайте, что мы с вами делаем? Мы практически меняем стиль и настроение. Ну, это вот мы можем сделать, потому что мы кто? Мы художники по ткани. И это прекрасно. Поэтому очень... И, кстати, да, давайте я вам еще завтра в письме укажу, напишу, чтобы вы не забыли эти несколько пунктов, которые такие, вопросы, о которых супер подумать в дневничке, письмом себе ли, я не знаю, там на листочке просто бумажки, либо даже просто подумать. Помните, да, я вижу цель, я к ней бегу, иду, либо лежу. То есть без разницы, даже если вы просто прочитаете и подумаете, это уже хорошо. О которых хорошо бы подумать, замедлиться вот именно в это время. Итак, напоминаю, 21 воскресенье у нас зимнее солнцестояние. После него Солнце как бы замирает над самой высокой точкой, как бы нам дает вот эту тему, нулевого отсчета. То есть и прошлого нет, и еще будущего нет. И ты как бы здесь немножечко подвис, как бы вот подвисаешь, немножко, может быть, из-за того, что ты все-таки начинаешь мечтать, ты, может быть, немножечко как бы крыльями шмяк-шмяк-шмяк, вот, и так чуть-чуть расправляешься. Поэтому вот давайте чуть-чуть замечтаем чего-то прекрасного и хорошего. Мне кажется, это будет очень здорово. И потом 5 дней солнышко замирает, и оно опять начинает свой круг в этом году. В следующем году уже. Все. И так опять пойдет. И вот так 12 месяцев. Конечно, я с вами до 12 месяцев не прощаюсь. Встретимся уже с вами в следующем году на вебинаре. А так, конечно, все, обязательно сделаю QR-код на правильную ссылку в телеграм-канале. Всех жду и там, и читайте наши письма. Всех обнимаю. До новых встреч. И прекрасных дней с ожиданием чуда, волшебства. А ведь на самом деле, пусть это тривиальная фраза, но они действительно волшебные, эти дни. С наступающим!